Вы же помните, как 15 марта Зеленский выступал, что все, свободная экономика в одном месте загорелась у него. Понял, что теряем страну, теряем экономику полностью. Предприниматели, спасайте страну. Мы же ни хрена в кабинетах своих не умеем. А предприниматели умеют. И люди вот такие пассивные. Это из той же оперы, что я не интересуюсь политикой. Но тогда политика заинтересуется вами. И в данный момент политика заинтересовалась всеми украинцами и всеми украинскими предпринимателями. Здравствуйте. Ну что, поговорим о делах насущных? Опять приходится говорить о... У меня есть такая целая группа персонажей, ну их немного, но есть несколько фамилий, о которых приходится делать не одно, не два и даже не три видео. Один из них – экономический диверсант Даниил Гетманцев. Давайте, как всегда, по порядку. Новости последних дней. А это экономика, это важно, это ответ на вопрос, как вам дальше жить, как вам строить свои планы. Я прошу вас дослушать видео до конца, поставить лайк и колокольчик. Поверьте, это для вас важнее. Возвращают НДС на топливо. Даниил Гетманцев выступил и сказал, что понижение НДС до 7% было громаднейшей ошибкой. Надо возвращать до 20%, как было раньше. Что это значит на практике? Объясняю на пальцах. Это значит, что завтра вы будете платить за топливо больше. Это значит, что подорожает логистика. Это значит, что все продукты питания, бытовая химия, все то, чем вы пользуетесь каждый день, подорожает. Потому что подорожает себестоимость любого товара. Это значит, подорожает продукты и для ресторанов, или кафе, или кофе, где вы завтра будете пить. Все подорожает. Благодаря Данилу Гетманцеву. Во время войны, перед анонсируемым контрнаступлением, более чем год идет война, люди уже на пике психологическом. Ему все нипочем. Думаете, это все новости? Только начинаем. Также он сказал, что с 1 июля прекращается вот эта история, когда они разрешали платить 2% единый налог. С 1 июля все единщики должны вернуться на 5%. Все по-старому. И там для тех, кто это, НДС включается еще. То есть сейчас вы могли перейти на 2% и не платить НДС, 2% с оборота. Я считаю, это шикарнейшая система, при которой реально бизнес может процветать или хотя бы сводить с концы концами в такое тяжелое время. Я общаюсь с многими знакомыми предпринимателями в Украине, большинство из них находится в Киеве. 99% говорят, что кое-как крутимся для того, чтобы просто выжить. То есть накормить семью, выплатить зарплаты и просто чтобы бизнес держался на плаву, как-то существовал, как-то пережить эту войну. И вот что они делают. И я вам хочу сказать то, что я как-то рассказывал на стриме. Тот, кто занимается бизнесом, хотя бы мелким, меня сейчас поймет. В Украине лимит в последнее время был, по-моему, 7,5 миллионов гривен в год. На третьей группе ФОПа это те деньги, которые разрешалось вам оборот иметь. Именно поэтому я, когда вел бизнес в Украине, и многие, кого я знал, кто не работал с НДС, потому что сферу услуг НДС, например, убивает напрочь, мы все пользовались 10, 20, 30 ФОПов, бухгалтера потеют, это все надо администрировать, везде счета, то есть дурости благодаря таким вот чинушам. В России, с которой мы воюем, давным-давно годовой лимит 2 миллиона долларов. Вы можете себе представить? Здесь в пересчете на новый курс это меньше, чем 200 тысяч долларов в год. А там 2 миллиона уже тогда было, сейчас не знаю, это до войны у них было. Вы представляете? Что даже в тоталитарном режиме и то дали возможность людям позаниматься бизнесом, как-то подняться. Но не в Украине. Даже во время войны. Скажите, вот люди, обращаюсь к вам, напишите в комментариях, что еще должно случиться, чтобы какая-то власть дала вам передышку, дала вам почувствовать себя людьми и не бесплатно какую-то пайку. Вы знаете, я капиталист, я против всех социалов. Возможность заработать, возможность не прятаться, не чувствовать себя преступником. Просто нормально жить, как сейчас в Америке я здесь наблюдаю. Люди делают бизнес, у них есть доступ к финансированию, понятна налоговая система, куча плюшек. Я уже молчу про то, какой огромный рынок. Ничего этого нет в Украине. Я больше того скажу, даже эти послабления, о которых мы сейчас говорили, но сейчас еще подождите, впереди еще очень много интересного. Даже вот это вот, эти крохи были выбиты обществом под давлением. Это именно то, почему я вам говорю, что нам нужно свое СМИ в Ютубе. Потому что это реальное влияние на ситуацию. Да, сейчас это там просто поддавить, не дать произойти какому-то беспределу. Но дальше это будет политическое влияние, когда будет больше. У меня почти 100 тысяч подписчиков на канале. Еще раз вам говорю, подписывайтесь. Вы понимаете, о чем я говорю?
Так вот, общество это выбило, общественность, кое-как сказали, что война, ну хоть что-то дайте. Вы же помните, как 15 марта Зеленский выступал, что все, свободная экономика в одном месте загорелась у него. Понял, что теряем страну, теряем экономику полностью. Предприниматели, спасайте страну. Мы же ни хрена в кабинетах своих не умеем. А предприниматели умеют. Особенно украинские предприниматели. Это супер креативные люди. Немножечко удалось отбиться от России. Опять почувствовали уверенность. Белые рубашечки, такие как Гетманцев одели. Все. Давайте налоги, давайте акцизы, давайте пятое, давайте десятое. Идем дальше. Сегодня это ЧМО объявило о том, что постановила, я бы сказал, что в Диа-Сити провалился эксперимент с введением налога на выведенный капитал. Я напоминаю, что они там такую Филькину грамоту сделали, типа возможность некоторым резидентам Диа-Сити выбрать в виде эксперимента себе вместо налога на прибыль и налога на дивиденды, выбрать себе налог на выведенный капитал. Сегодня он постановил, не сказал Гетманцев, а постановил. Видите, эксперимент провален. А все бизнес-комьюнити когда-то объединилось, хотя я не верю в эти общественные организации, кроме партии и Верховной Раде, ничего не спасет ни людей в Украине, ни мелкий и средний бизнес. И то, что в Украине нет партии предпринимателей, это большущая ошибка, но сейчас не об этом речь. Так вот, они там сделали все извращенно, как всегда это делают чиновники. Почему я говорю, что они берут лучшие идеи, где-то там в Ютубе или где-то подслушают, в Фейсбуке у кого-то подсмотрят, но когда это воплощает не предприниматель, а чиновник, который никогда этим не занимался, всегда получается полная херня. Знаете, для чего это делается? Для того, чтобы дискредитировать любую хорошую идею, а потом сказать, видите, я все-таки был умный, а предприниматели дураки. Так произошло и в этот раз. Я сейчас не буду углубляться в эти детали, я вам только одно скажу. Я бизнесмен, и всю жизнь, последние 10 лет, я в постоянном общении с бизнесменами разного уровня. Вне зависимости от того, какой вид деятельности у бизнесмена, будь то кофейня или будь то завод, ни один не сказал, что налог на выведенный капитал это хуже, чем налог на прибыль. Гораздо удобнее в конце года, условно говоря, ты $1 миллион заработал, 15% отдал налог на выведенный капитал, остальное вывел себе как дивиденды, ты легальный белый человек, учет просто вести, нету борьбы с налоговой, что вот это мы считаем затраты, вот это не считаем, суды, пересуды и тысячи разных историй. Нет, Гетманцев сказал, что это плохо и это провалилось. На самом деле провалился Зеленский, и сейчас мы об этом поговорим, и, конечно, мы с вами. Потому что когда я кричал, что нужно восстать против этого, никому это не надо. И сейчас я замечаю какую-то непонятную, многие ничего не поняли. Смотрю в Инстаграм некоторых предпринимателей, сторис. А вы вот политикой интересуетесь? Там люди спрашивают там, у медийных предпринимателей. Вы политикой интересуетесь? Нет, я новости не читаю. Почему я новости не читаю? Потому что и так самое важное от людей узнаешь, там люди о чем-то говорят. Я не хочу расстраиваться и портить настроение от тех вещей, на которые я не могу повлиять. Именно из-за этого мы имеем то, что имеем. И войну, полную экономическую неуспешность и ужас экономический. И даже если бы не было войны, по состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине был экономический ужас, и экономика шла вниз. Поэтому у нас была бы не военная катастрофа, так случилась бы экономическая катастрофа. Жизнь от кредита МВФ к кредиту МВФ – это не жизнь. Это пациент скорее мертв, чем жив. И предприниматели в том числе в этом виноваты. И люди вот такие пассивные, это из той же оперы, что я не интересуюсь политикой. Но тогда политика заинтересуется вами. И в данный момент политика заинтересовалась всеми украинцами и всеми украинскими предпринимателями. Так вот, я хочу обратиться, не знаю, к журналистам вроде как хочется сказать, но я не уверен, что в Украине они есть. Скажите, пожалуйста, когда вы аккредитованы на пресс-конференцию Зеленского, и у вас есть возможность задать ему какой-то вопрос. Я подозреваю, что, конечно, все вопросы согласовываются перед пресс-конференцией. Но, допустим, я хочу пофантазировать, представить, что это не так. Вы не хотите ему задать вопрос про Гетманцева. То, что там, сразу скажу, я видел, как радикально выступил Бутусов, разорвал и повторил все то про Гетманцева, даже экономический диверсант, мою фразу повторил. Запатентовать нужно. Которую я сказал, будучи в Киеве, еще какой осенью, летом 2022 года. Только сейчас, месяц назад, Бутусов об этом сказал публично. Я не хочу сейчас оценивать Бутусова как журналиста. Почему? Потому что я не уверен, что если бы его не финансировали Корбан и Филатов, который является оппонентом офиса президента, он бы сказал то, что он сказал. Если бы он был независимый журналист, понимал, о чем речь, и это сказал, тогда другой разговор.
Но сказал и хорошо, потому что он очень медийный, у него большая аудитория, я рад. Потому что Гетманцева нужно прессовать всеми силами. Ну и дальше идем. Также этот чертила Гетманцев сказал, что с 1 июля возвращаются проверки бизнеса, возвращаются наказания за налоговые нарушения. И вы все прекрасно знаете, то, о чем и Бутусов говорил, про НДС накладные, которые блокируются налево-направо. Сегодня налоговая может заблокировать бизнес любому. И если бы на сегодняшний день я находился в Украине, если бы меня не выгнали, я не находился в политической эмиграции, не просил бы политическое убежище в США, и у меня было бы предприятие, которое плательщик НДС, безусловно, за мою общественную деятельность меня бы заблокировали. Ну, то есть мы налоговую накладную какую-то на крупную сумму заблокировали, обескровили бы предприятие и пытались бы просто-напросто меня нелегально обанкротить. И знаете что? Налоговику ничего за это не будет. Вот такая страна, вот такое государство, вот результат правления каденции Зеленского. Не хочу сотый раз повторяться, кто такой Гетманцев, его биография. Коротко. Человек, который 8 лет был помощником главным, правой рукой агента ФСБ Сивковича, этим все сказано. Дальше можно не говорить. Так я еще раз говорю журналистам, задайте вопрос Зеленскому четко и конкретно. Владимир Александрович, не считаете ли вы действия Гетманцева и вообще личность самого Гетманцева политическим диверсантом, который работает на Российскую Федерацию, точно не на Украину. Он работает на Россию и разрушает наше государство экономически изнутри. И я хочу из уст президента услышать, подозревает он его или он скажет вам, что нет, Гетманцев золотой человек. Пусть это скажет президент лично. Не надо съезжать на Ермакова, которым 45 претензий. И мы еще о нем будем долго и долго говорить. Что я убежден, что Гетманцев работает на Российскую Федерацию. Это лично мое мнение. Точно так же, как и Ермак, агент ФСБ. И все это делается только для того, чтобы Украину разрушить всеми способами и всеми методами. И как показала практика, а я вам на выходных выпущу видео, в котором официальный сотрудник украинских спецслужб, а именно разведки, лично скажет о том, что ни Ермака, ни других, как у нас говорят, высокопосадовцев, никто не проверял. И никакую спецпроверку, как это принято, они не проходили. То есть потенциально они реально могут быть агентами Российской Федерации. И как видим, занимать даже во время войны такие важные посты, как у Гетманцева. А я напоминаю, что он глава налогового комитета Украины официально. Неофициально это человек, который полностью задает импульс и направление украинской экономики. И вот вам импульс. Возврат налогов, повышение налогов, НДС накладные блокируются, возврат проверок. Весь ужас и кошмар. И подытоживая, хочу сказать главное. Все, что я сейчас говорил, это не направлено только на бизнесменов, на предпринимателей, которых тоже, к сожалению, посткоммунистическое украинское общество очень сильно не любит. Ну, не любят у нас предпринимателей. Мы в какой-то мере, я говорю, мы непманы в Украине, непманы, как при Ленине. Но это коснется и вас. Помотайте еще раз начало видео. Завтра, благодаря вот этому, вы заплатите гораздо больше. Любое повышение налогов, акцизов, все что угодно, зажимов бизнесу, удорожание администрирования бизнеса ложится на плечи конечного потребителя, то есть вас. Всем нужно кушать, одеваться, покупать какие-то там еще принадлежности. Вы завтра за все это заплатите. Предприниматели, обращаюсь к вам, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне важно ваше мнение на этот счет. Всех людей, которые посмотрят это видео, напишите комментарий, вашу точку зрения. Мне это реально важно. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, становитесь спонсорами канала для создания СМИ, это очень важно. Присоединяйтесь, мы создадим свое движение и будем оказывать очень серьезное сопротивление. А потом, когда нас станет в 2-3 раза больше, мы будем оказывать реальное влияние. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.